Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и в достатке. Вот, друзья, и наступила светлая Пасха, которую мы все так ждали. Недавно с вами встречались в Рождество Христово, Масленица. И вот у нас, друзья, уже с вами Пасха. И в этом видео мы с вами поговорим об очень важной теме, о первом понедельнике после Пасхи. Что можно делать в этот день и чего категорически нельзя делать? Обратите внимание на те советы, рекомендации. Обращаем ваше внимание, что первый понедельник у нас с вами 6 мая. Обратите внимание на те моменты и рекомендации, чтобы этот день и следующий год прошел для вас удачно и благополучно. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: мой год проходит в изобилии, в достатке и благополучии, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Друзья, также хотим поблагодарить вас за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, первый понедельник после Пасхи. Многие, к сожалению, воспринимают, как говорится, праздник прошел, колокола отзвенели, все выстояли торжественное богослужение, поприветствовали друг друга и радостно провозгласили: Христос воскрес, воистину воскрес, обменялись крашенными яйцами, куличами и, как говорится, пора возвращаться на работу. Но это неправильное понимание, потому что радость такого светлого праздника, как Пасха, она достаточно велика. И напоминаю вам, что она длится целых 40 дней. Но самыми значимыми из которых считаются первые 8. Это само пасхальное воскресенье и вся идущая за ним седмица. Пасхальная неделя, следующая, называется Светлой Седмицей. И в это время повсюду проходят праздничные богослужения, крестные ходы. И, конечно же, действует запрет на венчание, свадьбы, заупокойные службы. Верующие в это время просят Иисуса Христа о прощении и здоровье своих ближних. Итак, друзья, пасхальная неделя у нас с вами начнется 6 мая и завершится, друзья, 12 мая. И завершится Красной Горкой. Это время у нас всех еще раз называется Светлая Седмица. По-другому в некоторых других регионах называют Пасхальная неделя или первая неделя после Пасхи. И вы знаете, Пасхальная неделя считается временем возрождения новой жизни, светлых помыслов, которые связаны с добром. Люди, которые после Пасхи приходят в храм, становятся свидетелями богослужений при открытых царских вратах. Обычно скрываемым за алтарем, но на Светлую Седмицу повсюду, друзья, слышен колокольный звон, и каждый верующий в любой момент, за исключением богослужения, может позвонить в колокол, чтобы объявить и о своей личной радости, связанной с воскрешением Иисуса Христа. Хотим еще раз сделать акцент на том, что пасхальная неделя – это время веры, надежды и любви. Всю неделю люди говорят друг другу: Христос воскресе, и в ответ на это слышат: воистину воскрес. В некоторых регионах это слова говорят на протяжении 40 дней, и каждый день Светлой Седмицы имеет свое предназначение и название, потому что каждый день наполнен на пасхальной неделе особым смыслом, как и все, что связано с Пасхой. Итак, друзья, понедельник, который наступит сразу после Пасхи, считается ярким вот таким вот праздником, имеет много названий. Его называют и волшебный понедельник, пасхальный понедельник, ну и, конечно же, прежде всего его называют светлый понедельник.
то есть освященный Богом и при исполнении ликования по случаю воскресения Христа и победы жизни над смертью. Обращаем ваше внимание, что в понедельник не принято работать. Это время приема гостей. Православные отправляются в гости, навещая родственников, друзей. В старину в гости ходили, как правило, представители сильной половины, захватив в качестве подарка куличи и крашеные яйца. А женщины тем временем хлопотали, накрывали столы, и из дома они не выходили. Это было не принято. Согласно древним традициям, парни в этот день поливали девушек водой. Верили, что после этого будут здоровые, они будут красивые и счастливые. Ну а девушки в знак благодарности в этот день дарили парням крашенки и песни. Первый понедельник после Пасхи еще называют мокрый понедельник, потому что в этот день после Пасхи люди обливались холодной водой, которая считалась магической, такой вот сильной по своей энергетике, и смывала все болезни с глаз, даже могла смыть порчу. Помните о том, что вода укрепляет душу, она дает силу на весь год, аж до следующей Пасхи. В этот день, как и в течение всей недели, богослужения идут по особому пасхальному чину. Вместо привычных молитв звучит напевное чтение топорей, и не совершаются венчания, и не совершаются упокойные службы. Царские врата в храмах и в церквях день и ночь остаются широко распахнутыми, тем самым символизируя открытые для верующих небеса. Также на Аное ждет своего часа арта, священный хлеб. В воскресенье его с молитвой раздробят на кусочки и раздадут всем присутствующим после литургии. Крестный ход, во время которого прихожане несут в руках зажженные свечи, а в воздухе разносится звон колоколов. Звон, к слову, непростой. По обычаю, во время Светлой Седмицы любой может подняться на звонницу и ударить колокол, просто и спросив на то благословение у священника. Поэтому, если вы ни разу не делали, обязательно это сделайте. Вы даже сами можете прочувствовать, как колокол проходит через вас. Вот именно его звук, его энергетика. И вы знаете, даже бывали случаи, что человек, вот поднявшись и звонил в колокол, он это чувствовал и мог исцелиться даже от какой-то тяжелой болезни. Но у каждого свое, поэтому каждому дается по вере. Можно ли работать в понедельник после Пасхи? Многие люди задаются таким вопросом, и скажем так: желательно этот день освободить от любых хлопот и посвятить это времени себе, своей семье, близким людям, тем людям, которые по отношению к вам чувствуют сердечную привязанность. Конечно же, Богу, Вселенной, высшим силам. Кроме того, обращаем ваше внимание, что до революции, когда православие было государственной религией, праздничная оставалась вся пасхальная неделя, народ успевал и в церкви побывать, и дома помолиться, и от души пообщаться, зарядившись хорошим настроением. Времени хватало на все. Но нынче у нас с вами государство светское, а возможно взять отгул выдается не всегда. Как же быть с чистой совестью выполнить свой долг? Ведь труд не бывает, когда вы относитесь к нему разумно, никогда не станет винить на работника за усердие, поскольку человек, который устроился на работу, он принял на себя определенные обязательства перед своим работодателем. Поэтому здесь у каждого, конечно же, на своей работе свои определенные правила. Кроме того, у кого-то в этот день может быть смена. Человек не может отменить, потому что работа – это все-таки дело, которое человека кормит и помогает ему в реализации каких-то очень важных моментов в жизни.
Ну и, конечно же, не стоит осуждать и хозяйку, которая посвятит какое-то время светлого понедельника домашним каким-то делам. Увы, это неотъемлемая часть нашей с вами жизни, особенно сейчас, в современном мире. Если после застолья на кухне осталась гора грязной посуды, а в комнате гости нанесли грязь, ну не без этого, ну никак. И лучше, конечно же, убираться в понедельник. Для начала просто помолитесь, попросите Бога, высших сил, не злиться и обязательно принимайтесь за дело. И обращаем ваше внимание, постарайтесь обойтись без острых предметов. И также, если вот нет ничего срочного, все-таки лучше отложите на потом и выделите обязательно в своем графике время для посещения церкви. И так обращаем ваше внимание, что в этот день запрещено венчаться, а вот креститься церковь разрешает. Также запрещено в этот день устраивать панихиды и скорбить, поскольку это время радости, а не грусти. Именно поэтому не стоит ходить на кладбище и поминать ушедших из жизни. Обращаем ваше внимание, что поминать мы с вами будем уже через 9 дней после Пасхи. И в этом, друзья, году у нас с вами поминальный день 14 мая, но еще раз хотим вам сделать акцент на том, что в некоторых регионах бывает, что в разные дни нужно ходить на кладбище. Даже бывает так, что в одном селе нужно пойти во вторник на кладбище, в другом в среду или четверг. Поэтому мы с вами говорим о том, что есть понятие общепринято, а как именно в вашем регионе, вам нужно уже спросить у людей пожилых, которые прожили большую часть своей жизни и знают все эти народные приметы, традиции. Обращаем на это ваше особое внимание. Далее, можно ли стирать в понедельник, в первый понедельник после Пасхи? Делать какую-либо другую работу, вы знаете, сама церковь не дает никаких строгих ограничений нам, но лучше все равно мы еще раз повторимся, что все-таки это первый день после Пасхи, поэтому старайтесь больше отдыхать, старайтесь спокойно проводить это время, отложите стирку, поскольку она не является столь срочным делом к выполнению. Среди людей, конечно, распространено работать после Пасхи в понедельник и, соответственно, как бы стирать, но можно быть все-таки внимательными и осторожными. Все-таки подумайте. Также возникает у людей вопрос, можно ли сажать что-либо в понедельник после Пасхи. Даже говорилось о том, что есть народная примета, что все, что посажено в огороде в этот день, будет залито дождями и испортится. Поэтому здесь уже опять же на ваше усмотрение. Мы говорим о том, что есть народные традиции, есть народный календарь, который наши предки именно придерживались. Они знали, понимали, что можно, а что нельзя делать. А вы же сами решаете, рисковать вам или нет. Также в этот день не стоит шить, поскольку считается, что таким образом человек зашивает глаза своим умершим родственникам. Также можно отнести вышивку, вязание. Многие задаются еще вопросом, а можно стричься после Пасхи в понедельник? Давайте начнем с того, что все-таки мы должны были сделать это до Пасхи. Ну а если вы это дотянули до этого дня, ну, наверное, это не такое уж и срочное для вас было дело. Поэтому отложите еще на неделю, чтобы не призвать беду в свою жизнь. Давайте еще уделим внимание тому, что вот категорически нельзя делать после Пасхи в первый понедельник. После Пасхи, чтобы не привлечь в свою жизнь беды и неприятности, не стоит унывать и предаваться мрачным мыслям. Ну, конечно же, у людей бывает разное время, разные ситуации, но вы должны понимать и то, что если вы будете унывать, у вас будут какие-то негативные мысли, и кто-то не может решить ту или иную проблему, поэтому все-таки постарайтесь не унывать, старайтесь быть в хорошем, приподнятом настроении.
Не стоит в этот день ругаться, браниться, также посвящать день посторонним вещам, оставив в стороне молитву. Также в этот день не стоит напиваться, не стоит объедаться. Таким образом, как бы вы должны понимать и то, что был пост, и все-таки мы с вами старались придерживаться как-никак какого-то поста. Ну и, конечно же, даже не с церковной точки зрения, а с медицинской точки зрения обращаем внимание, что все-таки в этот день во многих странах все-таки выходной день, и это очень хорошо. Поэтому постарайтесь в этот день провести в спокойной, мирной, дружелюбной обстановке, побыть с родными, с близкими. Возможно, почитайте какие-то молитвы. Кстати, мы в описании к этому видео, друзья, оставим вам молитву. Это сильная молитва, которая читается именно в светлую неделю, которая придаст вам силы, здоровья. Мы оставим в описании к этому видео, обязательно ее перепишите или как вариант сделайте скрин экрана и, пожалуйста, на протяжении вот всей недели читайте ее, также распространите среди своих друзей, знакомых, тех людей, которые действительно вы любите, вы цените, и вы знаете о том, что действительно эта молитва понадобится. Друзья, вот такой вот важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться касательно первого понедельника после Пасхи, то бишь 6 мая. Как видите, время достаточно быстро летит. Мы недавно с вами обсуждали Рождество, другие большие праздники. Буквально недавно, еще неделю назад, было вербное воскресенье, где мы друг друга поздравляли, били веточками вербы. Ну, а видите, все движется, ничего не останавливается. Мы всем желаем изобилия, достатка, благополучия. Друзья, если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте лайк. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.